пошел по всей гостинице, видит, что все тихо, и он поднимается наверх и проходит к этому Петрову. А не к Устинову? То есть Устинов. Вот Но он снова, мне представился Петровым. Он постучался в это. Да, идя в эту комнату, он думал, приду и скажу ему, что я уйду сегодня пораньше домой. Я так устал уходить поздно из гостиницы. И когда он зашел к Устинову в номер, это этажом выше, чем жил Да, Есенин, совершенно что верно. там он увидел? Он только хотел сказать этому Петрову, что, мол, вы последите за ним, ведь он самый скандальный человек у нас, единственный. И когда он вошел в этот номер, мелькнула в голове мысль, все пропало, я же при нем не могу говорить, что он скандальный человек. Войдя, я говорю, там что, кто-нибудь был? Нет. Сидел, говорит, Устинов, сидела его жена, и сидел вот этот человек. Я думаю... Этот человек Есенин. Есенин. Как я могу о нем говорить, когда он здесь сидит? Перед ними стояло 2 бутылки пива. Одна бутылка пива початая, а вторая бутылка закрытая. Петров говорит: Василий Михайлович, вы не хотите стаканчик пивка? Муж говорит: нет, благодарю, не хочу. Я тороплюсь домой, и если что-нибудь случится, так вы уж мне позвоните. Он говорит: хорошо, позвоню, хорошо. И я, говорит, ушел, ничего другого не сказавши ему. А как сидел Есенин? А Есенин сидел за столом, и он не поднял головы, когда вошел мой муж. Он так и остался, вот так рукой, говорит, сидел, говорит, закрывши, полузакрытое лицо, и сидел и молчал. Ну, говорит, естественно, что я уже не мог ничего говорить. Это был вечер 27 декабря 1925 года. Совершенно верно. И ваш муж направился домой. И направился он домой. Он приходит, я говорю: ой, а что это ты так рано идешь-то домой? Он говорит: знаешь, все спокойно в гостинице. И я решил, что я могу тоже уйти. Только я тебе вот, единственное, я говорю: ты кушать хочешь? Он говорит: нет, если можешь, дай мне стаканчик чаю. И говорит: у меня к тебе просьба. Ты ведь, наверное, не ляжешь спать сейчас? Я говорю: ну, чего же? Я говорю: 11 часов еще рано. Так вот, говорит, я тебя прошу, кто бы ни звонил, меня не спрашивал, ты скажи, что его нету. Он еще не пришел. Я говорю: хорошо, могу сказать. Читаю я. Он пошел в комнату и лег. Вдруг звонок телефонный. Василий Михайлович. Это примерно во сколько было времени? Это был примерно 11 часов. А этот человек, который звонил, он мне и говорит: разбудите Василия Михайловича и скажите, чтобы он подошел к телефону. Я говорю: я его будить по пустякам не буду. Я говорю: в кой веки раз он пришел рано домой, и обязательно мне нужно его будить. Завтра увидите на работе его. А я вас прошу, разбудите его. Я говорю: а я говорю, что я его не разбужу. Помню, думаю, все-таки муж меня просил, чтобы я его не будила. А он говорит: я вас убедительно прошу, скажите ему, что в гостинице случилось несчастье. Я говорю, что ну хорошо. Я ему скажу, а уж подойдет он к телефону или нет, я говорю: это его дело.
Я его бушу и говорю: Вася, давай вставай. Он говорит: я ж тебя просил, не буди меня, дай мне выспаться. Слушай, там звонок по телефону и просят, чтобы ты обязательно подошел к телефону. Он говорит: а я говорю, что я не хочу. Я говорю: там он сказал мне, что там не случилось несчастье. Ну, хорошо, скажи ему, чтобы он не отходил от телефона. Муж встал, подошел к телефону. Какой был разговор, я не знаю. Он говорит: хорошо, ты иди первый, а я сейчас оденусь и пойду. И ушел. Только ничего не говори, Марья Александровна, это моя мама. Не надо ей говорить. Ей в 6 часов утра надо в типографию на работу. И не надо ее будить, и не ставь ее в известность. Ушел и ушел. Пришел, говорит, в комнате. Комната большая была. Полный беспорядок такой был. И когда я вспомнила слова по телефону: у нас случилось несчастье, и когда я вошел, я увидел Есенина висящим как раз там отопительная труба, и думаю, как же мне его снимать-то? А он маленького роста, мужчина. И так он... высоко было, очень высокая комната. Высокая большая комната. Все разбросано было. А он подумал и позвонил Пагава. Пагава был его начальник непосредственный. Он говорит: Григорий Александрович, что делать, а? Мне не справиться одному-то. Ведь надо же снять его. Он высоко висит. А где я один справлюсь? Тогда Пагава ему и говорит: ты позвони с Киеве, и он придет. Он высокого роста, он худой, но он высокий ростом человек, и он тебе поможет во всем. И вот он говорит: мы сделаем так, я буду его спускать, а ты, Василий Михайлович, стой внизу и принимай его. А потом мы его положим куда-нибудь. Уже мертвого